Всем привет! В прошлом видео вы показали своей активностью, что вам понравилась эта тема про Valorant. Я сначала ограничился созданием только ножика, вы можете посмотреть это видео. Выделил 3 дня и сделал вот такой вот крафт. Руки-базуки, персонажа Агент-зачинщик и его механические руки. Я полистал всех персонажей, там в принципе интересные концепты, но вот эти руки-базуки прям меня зажгли. Мне они сразу напомнили Джакса из Mortal Kombat. А сейчас приступим посмотреть, что же там получилось. Для начала я накернул чайку. После этого я пошел на Twitch, нашел чувака, который играет за этого персонажа, дождался, пока он умрет, и сделал скриншоты его трупаса. Спасибо тебе за сливы, дружище. Всю эту возню я подогнал в фотошопе под свои размеры рук, распечатал это и склеил. После чего я начал вырезать детали и подгонять их по размеру, более точно. Модели для 3D печати я создал в браузерной программе Tinkercad. Да-да, вот так вот все просто, без всяких 3D Max'ов, Maya и прочей лабурды. В общем-то дальше началась сборка, резка Евы пенки. Вот одну из деталей я нарезал, зашкурил ее как следует, и получился бицепс. Чтобы получить нужную толщину детали, я вырезал ее несколько раз и склеил. Выступающие края срезал ножом. Для быстроты истории подточил края на заточном станке. Срезал фаску с деталей и, конечно же, пошкурил ее немножко. Маленькие декоративные отверстия я вырезал ножом и обработал их паяльником, чтобы они были более круглыми. Внутрь самого бицепса я установил ребро жесткости. Все швы изнутри прошелся термоклеем. Там, где держать было лень, держали струбцины. Для того, чтобы деталь хорошо легла на сложную форму, хорошенечко ее пригреваю феном. Вот такая вот нехитрая основа, на которую ляжет декор. А во время примерки деталей все фиксирую на французские булавки. Пластиковые детали я не стал шпаклевать, а просто обработал шкуркой и дихлорметаном. Чтобы просто получить форму округлую, я подложил под нее несколько кусочков Евы пенки. Ах да, забыл сказать, конечно же пластиковые детали я еще грунтовал, потом зашкурил. В качестве оси амортизатора я использовал какие-то палки с фикс-прайса. Каждую детальку пальчика я обработал бормашинкой. Прифигачил всю эту красоту на строительную перчатку с помощью клей-пистолета и момента. Некоторые места пришлось доработать напильником, чтобы деталь села как надо. Шторки локтя я повесил на обычные железные петли. Гаечки-восьмерочки я использовал как разделители. Я порезал старый удлинитель, достал из него жилы, провода, которые были внутри, и так они стали мягче. Покрасил в оранжевый цвет, и собственно так и получились те самые оранжевые провода, которые на оригинале. А для боковых подсветок плеча с помощью шкурки я сделал матовым пластик пэд. Установил внутрь плеча выключатель и батарейку на 3 вольта. Собственно, 12 светодиодов питаются от 2 батареек, а тот самый пэд-пластик дает хороший рассеивающий свет. Крепление рук я сделал все из той же Ева Фом и использовал быстросъемные фастексы на ремнях. Пластиковые детали я заклеил скотчем, чтобы не попала на них жидкая резина. Дальше пошел процесс долгой покраски в несколько цветов. Это безумие я проводил в прямом эфире.
Спасибо всем ребятам, кто был на трансляции и еще дождался окончания покраски. Это был долгий стрим. Процесс примерки прошел в штатном режиме под управлением жены. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Чем больше лайков, тем быстрее появится новый крафт, потому что это лучший стимул. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с еще большим крафтом. Ну а на сегодня все. Дальше больше, вы же знаете. Пока-пока.